Привет! Мы начинаем серию уроков, посвященную отправке e-mail. Для того, чтобы нам кому-то отправлять e-mail, нам надо знать их e-mail. Поэтому я предлагаю нашим юзерам добавить e-mail и сделать так, чтобы они указывали его при регистрации. Что ж, давайте приступим. Надо добавить в схему e-mail. И в идеале добавить ее нужно следующим образом. Что это non-nullable string, значит, что у всех обязательно есть e-mail, и что этот e-mail обязательно уникальный для каждого пользователя. Давайте также вообразим, что мы уже задеплоили наш проект, и на самом деле у нас уже есть какие-то пользователи, и терять их нельзя. И тогда мы сталкиваемся с такой проблемой, что если мы прогоним миграцию сейчас вот с такими настройками, то мы создадим у юзеров поле e-mail, которое должно быть non-nullable, так еще и уникальным. Прогоним миграцию, а у нас там было уже 10 тысяч пользователей. И у всех e-mail будут null, а такого быть не может. И вот такая у нас проблема. Надо поэтому с ней что-то решать. Проблема немножко образная, потому что не будет такого, что если вам в проекте реально нужны e-mail, но null было уникальны, что вы их не добавили до первого деплоя. Вот. Но что-то похожее обязательно однажды случится. И давайте разбираться, как с этим работать. Делать миграцию будем в 3 шага. Сначала сделаем не страшную миграцию. Добавим просто e-mail, который может быть, а может не быть. Вот такая вот строка. Отлично. Давайте прогоним эту миграцию. PNPM BPMD. Такую миграцию нам прогнать разрешат. Add email to user. Хорошо. Теперь нам нужно всем пользователям установить какой-то e-mail в этом шаге, чтобы на 3-м шаге объявить, что все-таки у нас e-mail non-nullable и unique. Давайте это сделаем. Для этого нам нужно создать нашу кастомную SQL-миграцию. Для этого есть дополнительный флаг к команде Prisma Migrate Dev. Так, напоминаю, да, что у нас в package.json есть скрипт PMD, который на самом деле это просто Prisma Migrate Dev. И если к Prisma Migrate Dev дописать create only, то мы просто создадим файл с пустой миграцией, в который уже сможем написать свою кастомную миграцию. Так. И эту миграцию мы назовем set user emails. Угу. Открываем папку с миграциями. И видим, вот эту вот миграцию создала Prisma, когда мы добавляли колонку e-mail. Она сказала, что она должна быть текстом, и ничего не сказала про то, что она не может быть нулом, как мы и хотели. А вот эту миграцию мы с вами только что создали, и она пустая. Давайте добавим в нее контент. Контент такой. Обновляем таблицу с юзерами и выставляем e-mail объединение строк. Ник пользователя плюс собакаexample.com. Я говорю, пример не очень реальный, но сам подход, что вам нужно как-то умудриться все эти параметры задать. Мы знаем, что у нас поле ник точно уникальное на данный момент времени. И, соответственно, если мы добавим к нему собакаexample.com, мы по-прежнему будем иметь уникальную строку для каждого пользователя. И вот этот вот set e-mail мы применяем ко всем, у кого e-mail сейчас из null. На момент выполнения этой миграции он будет у всех из null, но просто такая дополнительная проверка. Что ж, это, получается, наш первый кастомный запрос к Postgres, который мы написали. Хорошо. Сохраняем. Так. И теперь давайте добавим 3-ю миграцию, в которой объявим e-mail non-nullable и уникальным. Так, PNPM BPMD. Ага. Так, вот он нас предупреждает, что могут возникнуть проблемы, если вдруг у юзеров будут не уникальные e-mail. Но мы тоже к этому приготовились. Так, иммиграцию назовем так. Mark users. Ладно, user e-mail as required and unique. Хорошо. Так, и добавилась 3-я миграция, которая уже помечает нашу колонку как not null и задает индекс в связи с тем, что поле уникальное. Так, здорово.
Вот так вот мы и создали наши миграции. Если что, я к этому уроку приложил ссылку на целый туториал по Postgres. Вот и здесь подробно все очень описывается. То есть это курс в курсе, эта штука бесплатная, можете ее поизучать. Тем не менее, рекомендую как-то бегло по всему пробежаться и сильно не переживать по поводу Postgres. Вот, в любые query вы можете писать с помощью ChatGPT. Главное, пытайтесь понять, что он вам предлагает, и так потихонечку все эти query и освоите. Ничего в них такого ужасного и сложного нет. С опытом совсем разберетесь. Хорошо, миграцию создали. Ну и теперь давайте будем применять этот наш e-mail. Так, все, схема нам больше не нужна, миграции больше не нужны. В sign-up page, давайте начнем с бэкэнда. Возьмем мутацию sign-up и добавим в ее input поле e-mail. Так, e-mail. The string, причем минимум один символ пускай будет, хотя проверку на e-mail он без этого все равно не пройдет. И у Zoda есть также и проверка на e-mail, на его валидность. Даже там есть собачка, что в конце домен адекватный. Ага, хорошо. В input добавили. Пойдемте добавим в сам endpoint. Так, вот эта вот проверка остается, но нам нужно добавить точно такую же проверку на существование пользователя с указанным e-mail, потому что e-mail же у нас тоже должен быть уникальным. Поэтому в итоге вот получится вот такой. Вот это вот как было, просто добавили XUser with nick, а здесь XUser with email. Так, обновим TypeScript сервер, чтобы подтянулись типы. Типы подтянулись. Отлично. И здесь вот такая же проверка на e-mail. Из инпута берем e-mail, находим такого пользователя, и если пользователь найден, выкидываем ошибку. Так, и здесь на нас ругаются, что мы не прокинули e-mail, который обязателен. Давайте его прокинем. E-mail input.email. Так, с этим endpoint тоже разобрались. И остается, получается, добавить это во фронтенд. Так, вот на initial value сразу автоматически ругаются, потому что знают, что тут должен быть e-mail согласно вот этому инпуту. Добавляем e-mail. E-mail, пустая строка. Да, хорошо. И нам нужно добавить input. Лейбл будет e-mail, name, e-mail. Угу. Хорошо. Так, давайте посмотрим, как это у нас теперь работает. Логаут. Опять бэкэнд рухнул. Он падает, когда миграции прогоняем. Бывает, он не успевает сообразить, что они произошли. PNP-MBDev. Нет, реально на что-то ругается. И правильно он ругается. У нас есть скрипт presetDB, где мы предзадаем пользователя. И здесь мы ему не указали никакого e-mail. Тут зададим, какой попало. Правильно? admin@example.com. Угу. Хорошо. Так. Обновляем страницу. Sign up, регистрируемся. Пусть будет пользователь ttt example.com, пароль 1234. Sign up. Отлично. Попробуем создать пользователя с такой же почтой. Так, например, ttt example.com 1234. Example. Так, такой ник уже есть. Добавляем единицу. Такой e-mail уже есть. Добавляем единицу. Вот мы и зарегистрировались. Отлично. Теперь у нас все готово для того, чтобы начать отправлять e-mail нашим пользователям. Поехали дальше. Всем спасибо.